Вяжем следующий ряд. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 желтых. Так, синюю подтягиваем. И вяжем дальше синим цветом. И вяжем точно так же. Вот я провязала 9 столбиков синим цветом. Желтую подтягиваем. И вяжем 10 столбиков желтым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Синюю подтянем. Вот можно ориентироваться вот по этому столбику, пока он не затянется. Оп, затянулся. И заканчиваем синим цветом. То есть мы с вами провязали центральную часть. Вот она, центральная часть. Дальше мы будем с вами вязать эту часть сюда, а эту часть сюда. Ну, я еще с вами немного провяжу. Закончу с вами лилию. Значит, довязывайте до конца и закрываете. Следующий ряд вяжем. 2, 3, 4, 5, 6. Желтым вяжем 1, и второй. Затем 2 синих, 1, 2, 3 желтых, 1, 2, 3. Значит, синим можно немного подтянуть. И дальше вяжем синим цветом.
Вот можно как ориентироваться. 5 связали, вот это центральная петля. Значит, после центральной 5 петель синим цветом. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот, можно ориентироваться на центр. Теперь желтую мы обязательно должны подтянуть. Ориентируйтесь вот на этот столбик, чтобы он затянулся. Вот, видите, он затянулся. Вот, значит, натяжение хорошее. И вяжем точно так же. То есть сначала 3 желтых. Один, 2, 3. Затем 2 синих. 1, 2. 2 желтых. 1, 2. Так, нитки подтянули. И заканчиваем 6 столбиков. И затем закрываем. Вяжем следующий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше вяжем желтым цветом. Раз, 2, 2 синих. Раз, 2, 1 желтая. Дальше вяжем синим цветом и считаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6 столбиков мы провязали до центра. Это центральный. Значит, сюда вяжем тоже 6 столбиков. Один, 2,
3, 4, 5, 6. Подтягиваем желтую, и чтобы видеть, что она затянулась, вот ориентируемся на этот столбик, на желтый. Вот, затянули. И дальше вяжем сначала один желтый, потом два синих, потом два желтых. Итак, закрыла я все желтые столбики. Теперь нам нужно, чтобы желтый цвет находился над вторым столбиком. Будем его тянуть. Раз. Два. Три. И вот он встал над вторым столбиком. Дальше можно основным цветом закрыть. Так, здесь мы сделали. Дальше что делаем? Берем дополнительную нитку. Вот я провязала в общей сложности 21 ряд. Вот, снизу вверх у меня 21 ряд. Берем дополнительную нитку и 5 столбиков центральных. Вот 5 столбиков. Отделяем на тот случай, чтобы не ошибиться. И дальше мы будем с вами вязать только правую часть. Когда закончим правую, перейдем к левой части. Ну и продолжим вязать. 2, 3, 4, 4, 5. Провязываем желтый. 1. Провязываем один синий. Провязываем 2 желтых. 1, 2. И далее вяжем синим цветом. Желтый нам уже пока не нужен будет. Вот до этого места. Вот это будет последний столбик. Давайте провяжем. Вот таким образом. Теперь возвращаемся обратно, закрываем. И следующий ряд я вам покажу. Вяжем следующий ряд. Вот я закрыла все. 2, 3, 4,
5. Желтым цветом 1, 2, 3, 4. Заканчиваем синим цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И закрываем. Так, вяжем следующий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Желтым цветом вяжем. 1, 2. И синим цветом заканчиваем ряд. Вот. Ряд закройте самостоятельно. Ну вот, закончили мы с вами боковую лилию. Сбоку будет идти. Смотрите, если вязать вверх, они совсем другого формата. А если вязать поперек, вот так получается. Дальше что делаем? Один ряд провязываем основным цветом. Нитку желтую, или какая у вас там будет, перекрутите обязательно. Вот дошли мы, где у нас желтая нить перекручена. Но нам нужно, чтобы она находилась над вот этим столбиком. Потому что мы начнем вязать опять лилию с этой стороны. Значит, нам нужно желтый цвет
подтянуть вот над этим столбиком. Значит, еще нужно раз провязать. Вот, видите, он встал как раз здесь. И вот следующий ряд вы будете вязать именно вот по этой схеме, вверх туда. Вот дошла я до этого места. И вот здесь у меня опять начинаются два тунисских столбика. Вот я их должна провязать. Видите, у нас они получаются как раз один над другим. Все, и весь узор. Дальше вы вяжете вот эту часть вот по этой схеме. А между лилиями провязывайте один ряд. Почему я больше не советую? Потому что у вас не полностью узор влезет. Вот там должно примерно быть 3 лилии. Вот 1, 2, 3. Все, дальше вяжем эту часть самостоятельно. Ну, а левую я вам все-таки, наверное, покажу, чтобы вы не ошиблись. Покажу эту часть немного. Ну вот, закончила я правую часть. Вот так у меня получается. И в боковую часть у меня вошло 3 лилии. Значит, закрыла я тунисские столбики. И теперь должна этот ряд полностью закрыть. Вывязываем одну воздушную. И вот так закрываем. Вот нитку теперь отрезаем. Затягиваем. Вот смотрите, как у меня будет ложиться. Вот сюда. И вот по боку. Так, это в подошву потом идет. Так, сейчас вот тут центр. И вот так. Вот, видите, у меня эта колодка с 37 размера. Вот как раз я до пятки довязала. У вас, если больше размер, вы можете, вот, допустим, синим цветом еще чуть-чуть провязать. Померяйте на себя. Вот таким образом. Теперь переходим к левой части. Значит, эти тунисские столбики у нас заняты. Вот, переходим сюда. Провязываем. Мы должны дойти вот до этих двух тунисских столбиков. Вот до этих. Так, прикрепляем нитку. Так, 1, 2. Теперь провязываем один синий и один желтый.
И заканчиваем синим цветом. Так, закрываем. И теперь закрываем дальше. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сюда один желтый, второй желтый, третий, и четвертый. Синенькую подтянем и закончим синим цветом. Последний ряд вяжем с узором. Один, два.
Теперь один ряд провязываем точно так же одним основным цветом. Но нитку перекручиваем, то есть мы ее поднимаем, эту нитку. Еще один закрыли. Теперь смотрите. Вот это желтое вроде бы над вторым столбиком, где нам нужно вязать. И вот эта нитка желтая расположена над этим столбиком. А нам нужно, чтобы она была расположена здесь. Значит, надо ее обвить еще раз. Вот, она теперь встала, расположилась. Как раз там, где нам нужно, откуда мы будем начинать желтым цветом вязать. Подтягивайте всегда. И вот теперь мы вяжем желтым цветом. 1, 2. Вот они как раз расположились один на другим. И вяжем точно так же, повторяем узор. Все. И так вы вяжете на свой размер. Ну вот, связала я верхнюю часть тапка. И теперь будем переходить к подошве. Видите, вот тут задняя часть пяточная осталась. Вот. И теперь будем подошву вязать. Значит, сразу предупреждаю. Меня попросили связать закрытые. Поэтому у меня впритык дошло вязание. Можно, конечно, побольше оставить отверстие. Кому как нравится. Ну вот, родственница попросила сделать именно так. Все, теперь мы с вами будем набирать петли для подошвы. И вот здесь у нас изначально было 5 тунисских столбиков. Вот мы 5 и должны набрать. Один. Два. Три. 4. 5. Итак, набрали мы 5 тунисских столбиков. Шестой сбоку. Закрываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот сюда вводим крючок либо сверху, либо снизу. Вы смотрите, кому как понравится. Вот я решила снизу брать.
1, 2, 3, 4, 5. Вот он, 6. Вот мы набирали. Это 7. Здесь мы были. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот этот тунисский столбик, он пропадает. Вы будьте внимательны. Вот видите, он сейчас уходит. 9. Вот 1. Вот он ушел. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот 8. 8. 9. Вот так. 9. Вот здесь будет 10. И опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот сюда. 11. Вот смотрите, он будет уходить в этот столбик. Вот 1. Вот он. Все. И так вы набираете с увеличением, с прибавлением. Вот у меня, значит, на подошву уйдет, по моим расчетам, 17 тунисских столбика. Мне этого вполне достаточно. Как только будет 17 столбиков, я дохожу до угла и дальше вяжу по прямой, без прибавлений, на 17 тунисских столбиках. Вот набрала я все 17 столбиков. Дальше. Вот отсюда сбоку уже теперь мы вяжем по прямой. Вытягиваем петлю и через эту протягиваем. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Значит, на что хочу обратить ваше внимание. Вот я провязала 15 тунисских столбиков. Это будет 16, это 17. И мы же протягиваем. Получаем 1, а сюда мы теперь уже не заходим, а берем петлю вот отсюда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот здесь был столбик у нас идет. Вот он, 17. Так, здесь я была. Вот эту петлю берем. И мы же провязываем как бы вот один столбик и второй. Вот мы убавили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну вот просто можно вот так вот взять, если вам непонятно, этот и этот. Вот так. Ну это тяжеловато. И вот два их вместе мы провязываем. Один. Сюда мы уже не идем, а вот сюда. Вот отсюда начинаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И вот про этот столбик не забывайте в конце. Вот видите, он как плохо виден. Вот он будет 17, по крайней мере у меня. Все, значит, и так продолжаем вязать. Вот я набрала 17 тунисских столбиков. Оставил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С одной стороны и с другой. Теперь мы должны на пятку закруглять. И сразу 2 провязываем вместе. Видите, 2. Получили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 провязываем вместе. 15. Вот они, 2 провязанные. В следующую петлю заходим. Вытягиваем. Получаем 1. Вот они, 2 вместе провязаны. Значит, мы теперь идем вот под этот столбик. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Сюда можно под 2. 15. Так, в этой петле мы были, значит, в эту. И только через один столбик протягиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 и сюда. То есть в этом ряду мы не убавляли. Давайте еще один ряд провяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. В следующую петлю вводим и 2 столбика провязываем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Эти 2 столбика вместе. 13. И под следующую петлю. 1. Вот эти 2 пропускаем. Вот он их объединил. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Под следующую петлю и провязываем только 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И протягиваем. Так, надеюсь, вы поняли принцип, что в одном ряду мы убавляем, в следующем ряду не убавляем, вяжем прямо. Потом опять убавляем, в следующем ряду не убавляем. И так вяжем до уголков. Итак, закончила я подошву по длине, и теперь мы должны вот таким образом соединять. Давайте немного провяжем. 1 есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Эта петля у нас занята. Вот она, значит, крючок в следующую петлю и через столбик протягиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И с этой стороны берем. И протягиваем.
Давайте еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У меня 9 петель тоненьких столбиков. У вас может быть другое количество. Под следующую петлю и через столбик протягиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И под следующую петлю. И опять набираем. И так мы должны провязать до самого угла. У вас будет вот здесь соединение. Ну, вот такой следок у нас с вами получается. Как я говорила, вот эту часть я закрывала далеко, оставляла. Вы можете вот прям вот здесь оставить. Или здесь. Это уже дело ваше. Вот. Меня попросили полностью закрыть, и я закрыла. Теперь, если вас все удовлетворяет, все нормально, нитку отрезаем. Теперь я беру спицы 2,5 миллиметра и буду обвязывать резинкой 1 на 1. То есть одна лицевая, одна изнаночная. Вот за эти столбики можно и набирать. Если плохо спицами, можно кое-где и крючком. Сначала мы с вами обвяжем, ну, по крайней мере, я провяжу все петли лицевыми. Первый ряд. Вот если соскальзывает, вот нужно вот здесь в пяточной части трудновато. Вот так. Вот и дальше вы вяжите за каждую петлю лицевые петли. Вот, и так обвязываем. Почему я не стала обвязывать сразу резинкой 1 к 1, допустим, одна лицевая, одна изнаночная. Вот, давайте посмотрим, что получится. Видите, тут будет протяжка видна от другого цвета. Мне лично это не нравится. Вот. Поэтому я решила первый ряд провязать лицевыми. А уже со второго ряда пойдет у меня резинка 1 к 1. Ну вот, собрала я все петли. Кстати, вот здесь впереди не забудьте, что у вас 5 столбиков оставалось. 1, 2, 3, 4, 5.
Теперь мы провяжем резинку 1 к 1 до этих 5 петель. А вот здесь провяжем их вместе. Я вам покажу, как провязать. Значит, как я сказала, теперь можно спокойно вязать резинку, 1 лицевую, 1 изнаночную. 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная. Значит, и так мы вяжем вот до центральной части. Здесь я вам буду показывать. Вот доходим мы до центральной части. Значит, вот здесь у нас центральный столбик был. Значит, здесь центральная петля. 2 петли я еще провязываю. Так, у меня пойдет лицевая. И пойдет изнаночная. У вас могут по-другому располагаться. Теперь вот эти петли, значит, 2 мы снимаем, 1 провязываем. И снятые надеваем на лицевую. Следующий у нас пойдет изнаночный. Вот. И так вяжем по кругу. В следующем ряду вы опять вот эти вот 3 петли центральные провяжите вместе. Я буду вязать резинкой. Вот резинкой 1 к 1. Вот это 1 ряд, 2, 3, 4 и 5. Почему именно 5 рядов я буду вязать? Потому что я дальше буду обвязывать травкой. Травкой, если я буду сразу обвязывать, у меня рисунок закроется. Вот. Бахрома очень длинная, и рисунка не будет видно. Поэтому мне надо провязать резинку, чтобы было повыше. Ну вот, это мое мнение, а вы уже там уже сами смотрите, как вам провязывать. Обвязывать тапок, не обвязывать, каким образом. Ну, в общем, я буду вязать вверх 5 рядов резинки. Так, провязала я в общей сложности. Значит, 1 ряд у меня лицевой был. И дальше резинка. 1, 2, 3, 4. Значит, 4 ряда резинки. И всего 5 рядов. Значит, резинку дальше я не стала вязать. 4 ряда. Теперь мы будем обвязывать травкой. Значит, под травку я нашла примерную нить. Для чего? Потому что если вязать одной травкой, петля неравномерная будет. Она будет вытягиваться, будет меньше. Ну, капризная нитка. Вот. Поэтому я примерную по цвету взяла. Можно потоньше взять, можно еще разделить. Вот. Ну, вот такую тоненькую взяла. Дальше. Значит, вот эту нитку я отрезаю. Значит, что хочу еще сказать по поводу этой пряжи. Когда начнете вязать, для подстраховки вот здесь завяжите узелок.
Почему? Потому что эта пряжа, видите, она косичка. Она будет распускаться, может распуститься. Вот потянете где-то, вот, и она распускается, видите? Поэтому для того, чтобы у вас этого не было, на всякий случай завяжите узелок. Вот. Чтобы она не распустилась. Дальше. Пряжу берите так, чтобы у нее вот эти нитки были расположены таким образом. Тогда она будет пушиться. Если у вас в мотке нитки расположены вот так, вот эти, то у вас пряжа будет ложиться вся, она ляжет. И будет, ну, я не знаю, как короткошерстный мех. Если у вас в мотке она так, значит, ее надо перемотать, чтобы было вот таким образом. Дальше. Чтобы все нитки вот эти, мех был с лицевой стороны изделия, надо вязать, вы, наверное, все знаете уже, изнаночными петлями. Но если все время вязать изнаночными, то здесь будут лицевые, и полотно будет скручиваться. Поэтому надо вязать резинкой. Опять же, ну давайте вот смотреть. Значит, сам так. Оставим запасом. Опять же, резинкой. Вот, вяжем изнаночную петлю первую. Раз. И видите, нити все идут наружу. То есть вот сюда к нам на лицо. Два. В основном. Потом еще вычешем. А когда будете провязывать лицо, лицевую петлю, они все там. Поэтому я решила вязать резинку 2 петли изнаночной и 1 лицевую. Во-первых, полотно не скрутится, и меньше будет там. И поскольку петли эти большие все-таки, поэтому я лицевую провязываю 2 вместе. Надеюсь, понятно это. Причем я вяжу бабушкиным методом, потому что классической все-таки травку тяжеловато вязать. Вот, опять 1. Видите, нитки практически здесь все. 2. Вот. И, во-первых, эта нитка особо не дает вытягиваться, дополнительная. Вот. Ну и для подстраховки все-таки. А лицевую только 1 провяжу. Вот, видите, и вся пряжа это мех весь там. Ну, потом попробуем вычесать. Ну, по крайней мере, полотно не будет скручиваться, потому что я пробовала только изнаночными, оно закручивается. Сами понимаете, что там лицевая гладь будет. 2 изнаночных. Вот, а 1 провяжем лицевой. Все, и вот так вверх я буду вязать, ну, рядов 6. Вы уже по себе ориентируйтесь, сколько вам рядов вязать. Видите, ворс длинный, и если б я вот отсюда начинала вязать, у меня бы весь орнамент, ну, пол орнамента бы закрылось пряжей. Вот, а так гарантия, что будет видно. Все, и так вяжем по кругу, кому сколько надо. Значит, я провяжу и покажу, как я буду закрывать петли. Ну вот, закончила я вязать травкой, у меня тут 7 рядов.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь мы должны с вами закрыть резинку. Ввожу спицу в первую петлю, вторую за переднюю стенку захватываю, и захватываю эту. Так, сбрасываю, и эту петлю опять набрасываю на левую спицу. Исландский метод. Ввожу спицу в эту петлю, в первую, вторую петлю за переднюю стенку захватываю, теперь захватываю пряжу и протаскиваю, теперь сбрасываю и петлю надеваю. Давайте еще раз. Спицу ввожу в петлю справа налево и вторую петлю захватываю за переднюю стенку и вытягиваю. И теперь протаскиваю рабочую нить в эту петлю. Вытащила и надеваю на спицу. Значит, после того, как вы закончили вязать, померяйте. Если вас все удовлетворяет, нитку можно отрезать. Так, отрезали. И опять же, вот эту нитку, травку, мой совет: завяжите узел здесь, чтобы она не распустилась. Потому что она так и норовит распуститься. Вот, теперь можно все это заправить, завязать узел. Кстати, вместо узла можно оплавить. Оно хорошо. Эта нитка очень хорошо оплавляется. Вот, и не распускается. Единственное, конечно, спекается узелок. Вот. Ну, аккуратненько как-нибудь и заправить. После того, как вы все сделаете, берете расческу и аккуратно, без фанатизма, вычесываете. Ну и вот такой следок получился в итоге. Закрыт он полностью, как я уже говорила. Можно, конечно, покороче здесь было связать, то есть петли закрыть, оставить центральные здесь. Но тогда бы травка ушла сюда, проблематично было бы. Поэтому, что попросили, то я и связала. Точно так же вяжется и второй следок. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.